Посмотрите на это. Toyota Prius теперь привлекательный автомобиль, ориентированный на дизайн в новом поколении. Конечно, еще более аэродинамичный. Но до сих пор, когда люди выбирали Prius, они говорили, да, он экономичный и прочее, но никогда не делали акцент на... Я понимаю, ведь он выглядит круто, но сейчас все изменилось. Очень серьезное изменение дизайна для нового поколения Prius. Он стал немного длиннее, но не сильно. 4,6 метра, но фактически колесная база увеличилась. Колеса — это топовые 19-дюймовые, и их вы видите прямо здесь. Вот с этими контрастными накладками на колесные арки. 17-дюймовые колеса будут в базовой версии, а здесь новая задняя часть. Более чистый дизайн, с ней не стали особо заигрывать. Горизонтальная световая полоса. Это продвинутая комплектация Limited. Совсем скоро мы также взглянем на интерьер. Эта модель — классический гибрид. Также доступен новый подзаряжаемый гибрид Prime, как его еще называют. Значит, либо классический, либо подзаряжаемый гибрид, в том числе с улучшенными технологиями. Вы можете видеть, что кузов автомобиля стал более плоским, чем раньше. Он также немного шире, но, как я уже сказал, немного длиннее. Как этот дизайн повлияет на интерьер? Скоро мы испытаем это сами. Здесь с Томасом на нашем канале для вас. Давайте разберемся во всех деталях. Еще немного внимания к передней части. Очень чистый дизайн. А затем вы можете увидеть здесь, сюда я могу положить свою руку. Здесь есть этот трехмерный эффект. Конечно, также воздух проходит здесь. Этот автомобиль оснащен панорамной крышей. Вы можете смотреть сквозь нее, но также будет доступна крыша с солнечной панелью. Давайте посмотрим на интерьер. Звук закрывания дверей. Все в порядке. Не слишком хорошо, не слишком плохо, я бы так сказал. Однако, это пока прототип. Здесь обшивка не очень твердая, но и не очень мягкая. Выглядит на самом деле довольно хорошо, что касается также структуры материала и внутренней стороны дверей. Затем вы получаете эту новую компоновку кабины, знакомую по новому электромобилю BZ4X. Например, также новая компоновка руля. В базовой комплектации руль обшит кожзаменителем Softex. Обтяжка кожей доступна только в топовых комплектациях с подогревом руля. Сиденья всегда либо тканевые в базовой комплектации, либо, как здесь, Softex. Это высококачественный кожзаменитель. На ощупь он очень мягкий. Он также перфорирован. И Softex всегда будет применяться в моделях более продвинутой комплектации. Так что это определенно шаг вперед для Toyota. Давайте сядем внутрь. И сиденья здесь действительно очень мягкие и удобные. На данный момент, видите, сиденье максимально поднято вверх. Очень мягкая поверхность, очень удобная. Такое ощущение, что вы уже находитесь в полноценном седане, и вы можете найти удобное положение для посадки. Вопрос в том, сиденье максимально опущено, и с моим ростом 1,89 м, голова очень близко к потолку в этом кузове. Так что если вы очень высокий, например, как Майкл Джордан, то вам лучше подойдет Camry, например. Конечно, я вписываю сюда со своим ростом, но голова близко, понимаете? Я почти чувствую, как буду упираться в потолок. Такова плата за новый дизайн кузова. Я сюда влезаю, но мне придется привыкнуть сидеть так близко к потолку. Не знаю, как будут ощущаться неровности на дороге или что-то такое. Руль регулируется по высоте и вылету. Этот руль выглядит очень непривычно. И он немного загораживает переднюю часть панели приборов. Но если немного вытянуться, то все более или менее в порядке. Рулевое колесо очень маленькое и компактное. И все еще физические кнопки на рулевом колесе. Так что не слишком много сенсорного разочарования. А также функция подогрева руля, но, как я уже сказал, в данном случае я бы не стал приобретать ее, чтобы выбрать экологичную обшивку. Механизм открывания задних дверей крепится вот здесь. Давайте посмотрим. Здесь находится задний диван. А тут вопрос еще важнее, ведь машина в целом плоская и очень обтекаемая. Toyota также говорит, что из-за этого она стала еще экономичнее, чем раньше. Но как это повлияет на пространство над головой сзади? Жесткий пластик на внутренней стороне дверей. С пространством для ног все в порядке. Таким образом, даже высокие взрослые могут поместиться спереди и сзади. Машина пищит. И извините. Да, спасибо. Хозяин Toyota хотел включить свет для ребят, которые снимали снаружи. А из-за нас машина пищала.
что нехорошо. Да, теперь пространство над головой. Очень близко мои волосы касаются потолка. И когда я немного вытянусь, то касаюсь его всей головой. Если я полностью расслаблю позвоночник, я могу поместиться, но мои волосы касаются потолка. Но это близко, понимаете? Так что да, если вы хотите больше пространства, то выбирайте Camry. Но поместиться можно, я бы сказал, в некотором смысле. Средняя часть также довольно мягкая, но сидеть становится почти невозможно из-за пространства над головой. Так что здесь не очень удобно. Но опять же, материалы сидений здесь действительно приятные и мягкие. Также доступны задние сиденья с подогревом и 2 дополнительных разъема USB-C. И средняя часть прямо здесь раскладывается. Подстаканники, но они не адаптивные. Кстати, это брелок от машины, простой и легкий. И обзор нового интерьера, посмотрите сюда. Окружающее освещение очень хорошо интегрировано с этой горизонтальной полосой. Очень красивая выемка. Затем у вас есть еще физические кнопки, например, сиденье с подогревом, охлаждаемые сиденья, в сочетании с сиденьями Softex. Это действительно здорово. И у вас все еще есть этот климат-контроль. Когда автомобиль будет полностью заряжен, вы все равно сможете использовать его. Здесь не только сенсорное разочарование. Экран 8 дюймов или 12,3 дюйма. Этот больший экран для продвинутых комплектаций. И регулятор громкости по-прежнему физический, что хорошо. Здесь вы можете увидеть встроенную карту. Хотя она могла бы быть более отзывчивой. Однако, это ранний прототип. Это основное меню, оно также было модернизировано. Также будут доступны Apple CarPlay и Android Auto. Так что в большинстве случаев вы, вероятно, выберете Apple CarPlay и Android Auto, в любом случае на этом экране. Тогда вам также не придется использовать что-то еще из этого. Для большинства случаев вам также хватит маленького экрана. Затем мы можем взглянуть на приборы. Посмотрите на это. Они расположены таким образом, что вам не нужен проекционный дисплей. Да, я вполне могу увидеть их, когда они включены. Рулевое колесо также не мешает. Да. Так что это очень интересная интеграция. И вам не нужен проекционный дисплей. Почему бы и нет? Хорошая идея на самом деле. На передней панели 2 разъема USB-C. Один для подключения, другой для зарядки. Можно оставить как есть или скрыть. Здесь так и написано. Скрытый отсек. Внизу. Очень интересно. Далее подстаканники также адаптивные. А вот рычаг переключения передач на центральной консоли маленький и интегрированный. С его помощью можно переключать режимы движения. Также здесь есть чисто электрический режим для классического гибрида. Конечно, это не будет иметь большого значения. Центральная консоль вот здесь немного шатается влево и вправо, а потом еще больше зарядных устройств. Так что эта машина действительно полна зарядных устройств. Панорамная крыша фиксирована, но вы можете установить солнцезащитные козырьки как спереди, так и сзади. Это будет незаменимо, например, в очень жарких штатах США. А еще мы можем открыть для вас багажник. Эта электрическая крышка очень широко открывается. Эта крышка автоматически поднимается вверх. Да, немного шатается, но вы можете снять эту штуку, если хотите. Ниже здесь есть еще немного места для хранения, но оно несколько ограничено, так как батарея расположена ниже. И сиденье здесь, и эта область, так что в целом не слишком большая высота. Но позвольте мне сделать несколько замеров исключительно для вас. Длина здесь составляет около 80 сантиметров или 31 дюйм. Ширина здесь, то есть в верхней части, 94 сантиметра или 37 дюймов. Немного шире здесь, внутри колесных арок. Высота здесь, вы можете видеть до верхней части, не слишком высоко, но, возможно, я просто уберу эту крышку. И если вы можете смириться с тем, что некоторые люди смогут увидеть, что у вас в багажнике. Toyota утверждает, что это самый экономичный автомобиль из всех, что они создавали. 4 литра на 100 километров для классического гибрида с 2-литровым 4-цилиндровым двигателем. Мощность действительно повысили. Классический гибрид мощностью около 200 лошадиных сил доступен с передним и полным приводом. Немного меньше 200 лошадиных сил. И он также быстрее, чем раньше. Теперь около 7 секунд в показателе разгона. Сравнивая предыдущую переднеприводную модель с текущей переднеприводной, она на 2 секунды быстрее, чем предыдущая переднеприводная модель. Также доступен подзаряжаемый гибрид Prime. Здесь он также в другом цвете. По внешнему виду их невозможно отличить. Перед нами подзаряжаемый гибрид, а другой — классический гибрид.
А вот здесь увеличена емкость батареи — 14 киловатт-час, а это означает больше запас хода на чистом электричестве. Пока что я читал о запасе хода в 40 миль или 60 километров. Он может быть даже больше, в зависимости от потребления. Как я уже сказал, у него больше мощности, но он также имеет на 50% больше запас хода на электротяге. Он также базируется на двухлитровом четырехцилиндровом двигателе мощностью 220 лошадиных сил. Только передний привод. Полный привод только для классического гибрида. А еще вы можете увидеть, как выглядят 19-дюймовые колеса вот здесь. Они также немного отличаются по дизайну, но также 19-дюймовые. И снова блестящая черная облицовка колесных арок в стиле кроссовера. Здесь интересен, кстати, небольшой пластинчатый турбулизатор. Здесь действительно уделили внимание большей аэродинамике. Позже посмотрим, как обстоят дела с запасом хода чисто электрических и расходом классических гибридов. Если вы подпишетесь на наш канал, то скоро увидите тест-драйв. Здесь сзади давайте посмотрим, открыт ли он. Это зарядка с пассажирской стороны. Да, и еще когда мы видим... Подождите минутку. Это модель с солнечной панелью. Вот, посмотрите на это. Теперь мы видим разницу. Вот оно. Значит, это солнечная панель. И мы знаем, что когда она круглый год находится под очень интенсивным солнцем, это может быть полезно. Если у вас есть подземный гараж или что-то подобное, не выбирайте эту опцию, так как она может быть не очень полезной. Все зависит от того, насколько жаркий климат там, где вы живете, сколько там солнца, а также от того, сколько машина стоит на улице. В данный момент машина не запитана. Поэтому вы можете увидеть разницу, как она выглядит сзади, когда световая полоса не включена. Это модель XSE, и я бы сказал, что мы также посмотрим на интерьер в этой комплектации. Кстати, вот багажник подзаряжаемого гибрида. Ниже он выглядит немного иначе. Но в целом, по вместимости, большой разницы быть не должно. Здесь немного другой дизайн. Здесь вы также можете выбрать красный элемент декора, и это окружающее освещение теперь также настроено на красный цвет. А эти сиденья здесь также имеют эти акценты красного цвета сбоку, но все еще материал Softex с перфорацией, а также очень мягкий материал. Вы можете очень хорошо почувствовать, что на ощупь это качественная кожа, но... Нет, это Softex. Это высококачественный кожзаменитель. Все действительно зависит от высокого или низкого качества кожзаменителя. Кожзаменители очень низкого качества, которые использовались в прошлом, фактически исчезли. Сейчас это действительно выход. Есть еще одна деталь, которую я хочу вам показать. Этот светильник здесь, в интерьере, выглядит очень интересно, посмотрите на это. Так что у них есть что-то вроде... Хотя он выглядит сегментированным, на самом деле он проецируется. Так что это тоже выглядит довольно интересно. Зеркало здесь, кстати, либо стандартное, но вы можете видеть здесь также элемент управления в нижней части. Так что оно может быть и цифровым, с камерой, чтобы вы могли видеть сквозь него, даже если все сзади занято. Очень интересный первый взгляд на новый Prius. Кроме того, ознакомьтесь с другими нашими обзорами Toyota.